прорвались. Could you show me the picture you took of me? You took picture of you? Yeah. This photography? Yeah, you did. Show it to me. Злые языки утверждают, что в компанию, в центральное представительство Sony в центре Берлина с Canon не пускают. Отвечают. Я просто хочу научить правильно реагировать. Вот так вот, вот так вот смотришь в камеру с вопросом, что надо. Не надо. Вставай, снимай. Да, друзья, именно с этого начинается любое путешествие. Так, поехали дальше. Максимально компактно все уложить. Good afternoon, my livers. Ливердих. Короче, смотри, вот это вот рис я приготовил утром. Он еще теплый, можешь потрогать. Рис будет с сухофруктами. Еды 4 пакета. Потому что человеку, чтобы жить, нужно есть. Наш марафонец отдыхает. Отъехали 15 километров и уже проголодались. Сейчас. Живописное. А ну стоп, а что справа? Справа получше, не? Да. Оно-то лучше, но оно-то нет. У нас все привязано, вся гостиница, вся столовая, все завязано на автомобиль. Что шкварчит. Уже картошка просто жарится. Туда? И снимай. Ну, там надо, чтобы сзади было место для нас еще кататься. Нормально? Да, нормально. Ничего, что мы посередине дороги. А что, мы же не на хайвее. Смотри. Оп. Раз столик. Вот это да. Опс. И два столика. Разделочную досочку сейчас здесь нарезали, салатиков, всяких. Все, теперь мы будем трапезничать, можно выключать. Ну, брат, ну что это? Что, мешает? Неплохо. Это очень хорошо, что у нас есть теплая еда. А, нет, так ты же на улице сейчас мы Да. будем спрашивать, куда нам ехать. Да ты же блогер. Не надо. Да все окей, мы... До свидос. Вот такие воспитанные. Ну что, первая проба первого контакта. Пойдем интервью запишем. На Шацкие озера туда ехать? Да. Визитки наши. Що мені з вашої візитки? Название «Вставай и снимай». Поэтому все, что связано со снимательством. Давай мені видно. А що тут цікаво? А звідки ви сам? А як ви думаєте? Київ. А що там на візитці написано? Не догадуюсь. Ми з Ютуба, ми не з Києва. Ми живемо там, де є інтернет. Я просто хочу научить правильно реагировать. Вот так вот так вот смотришь в камеру с вопросом, что надо. Первый раз на Шацких озерах, первый раз. Первый раз, да? Сейчас видите, что как сыровато. А вы не против, я как для фотограф сделаю пару кадров у вас? А вы чем занимаетесь? Вот такой у вас вид необычный. Ну как что? Мы в монастыре живем. Ну, я понял, что монастырь. Что? Болеем, молимся, еще что? А что болеете? Грехи. Люди, которые боятся заболеть, постоянно болеют. Бог посылает болезнь за грехов, чтобы маленько искупить. А Грех. хорошо. А бывает же и дети болеют, они же не грешные. А дети болеют Из-за... за самих себя, за будущее, что они натворят. Боженька это знает. Не по правилам как-то, они еще не... Это для тебя не по правилам, а для некоторых по правилам. Но вы же не всегда были в монастыре, да? Нет, конечно нет. До этого чем-то другим занимались? Ну, это уже другая история. Я понял, другая жизнь. Другая. Мне было 5 лет, мама сказала, манна шонак.
Есть о чем говорить, только некому слушать. Який не знімає канал? Вставай, знімай. А ви ще з дроном, да? Літаєте? Да? Да, Там все подряд. на Шацькій буде класно з дроном. Ну вот это ж мы туда и спешим. Все, пока-пока. После знакомства с местными жителями мы решили свернуть с трассы и посмотреть, что это за Шацкие озера. Не самая лучшая пора для того, чтобы здесь чего-то искать. Откровенно говоря, в апреле месяце на Шацких озерах делать нечего. Озеро еще покрыто льдом, на деревьях нету листьев, кругом грязь, неубранные бутылки. Но мы решили разбить ночлег именно здесь, чтобы на утро со свежими силами пересекать границу и добираться до конечной остановки. Угу. Ага. А что ты не комментишь там еще сзади? Не хочу перебивать тебя, потому что Паша потом опять скажет. Вы достали со своими перебивками. И он сразу вот именно, когда вот нервы, идет, тыкал туда в грушу, все, пошел дальше монтировать. Мы сидим в душевной компании, не полная, конечно, компания, вставай, снимай. Мы сидим за импровизированным столом, срач у нас на столе. За нами находятся прекраснейшие Шацкие озера, которые в апреле месяце абсолютно не фотогеничны. На первый взгляд может показаться, что мы очень много кадров делали с квадрокоптера. Но на самом деле это абсолютно не так. Мы играли в игру «Подстрели Юрца». И в принципе достаточно неплохо преуспели в этой дисциплине. Мусор. Зверь какой-то опасный ходил. Короче, в апреле здесь тупо делать нечего. Посидев душевно возле костра в хорошей компании, мы, по правде говоря, не часто собираемся вместе вот в такой обстановке. Но, как мы и планировали, на утро собрались и поехали в путь, где нас ждала граница и веселых 1000 километров до пункта назначения. Финальная шаровая заправка перед выездом. Дальше будем заправляться по евро 30, евро 20, евро 10, в зависимости от того, где мы будем ехать. Говорят, что на границе не пускают с грязными стеклами, в Европу нельзя въезжать с украинскими комарами. Их нужно смыть при любой возможности, потому что могут не пустить. Мы мух смыли с этого слабового стекла украинских. Теперь нужно стереть украинское говно с обуви и с чистой совестью заезжать в Польшу. Зеленые карты, страховки, это все фигня. Главное, чтобы обувь была чистая. Опа, там уже шмон пошел. Ну что ж, Украину проехали, теперь ждем поляков. Прорвались. Кто говорил, что в Польше дороги хорошие? Мы нашли родные ямочки, пошли походить. Смотри, какая дорога крутая. 70 на 50 глубиной сантиметров 10. Это просто счастье. Мы дома, друзья. Посмотрите, какая дорога. 5 километров от границы. Такой же ад разрушенный, как и у нас. Кататься по европейским автобанам сплошное удовольствие. Но в то же время и скукотища, поэтому мы старались сворачивать иногда с главных дорог, для того, чтобы посмотреть на местный колорит, посмотреть, что творится вокруг, ну и сделать какие-то остановки, погонять по полям. Можна сфотографувати? Без проблем. А ви віддихаєте, відпочиваєте? А ми відпочиваємо. Ничего не понятно, но весело. Друзья, проблема стартовый пакет. Мы не можем расчехлиться, что нам нужно взять, чтобы работало и в Польше, и в Германии. А где? Где пан
panowie kupią tu do ładowania, bo ja nie tutejsza jestem. Tutaj pana się panowie zapytają, bo ja nie jestem stąd. Do ładowania panowie chcą kupić. А як будет стартовый пакет? Startery. Стартеры? Starter. Слушай, мне так нравится этот язык, я его просто обожаю, но я ничего не могу сказать вообще. Ну, там в склепе можно посмотреть. В том склепе. Пойдем сходим в склеп. Добрый стартер, репетируем. Jak tu wykupi pan taki pakiet, żeby było za 25 zł, to tu w kraju w Polsce będzie pan miał 10 giga. Ale jak pan wyjedzie za granicę, to tam będzie 1,5. Понимаете, украинскую чи российскую? Российскую? Больше лучше. Ага, вот видите, я говорю. Or English. Ukraiński немножко. Украинский немножко. А if we speak in English? Yes. Oh, it's more convenient for everybody. Оказывается, что в официальных магазинах люди знают хоть английский язык, потому что с польским у нас туго, но мы подключились к польскому интернету. Теперь у нас есть связь, теперь у нас есть интернет, и мы крутые чуваки. Но без паспорта здесь никак не оформить. Теперь происходит процесс раздачи интернета в автомобиле. Все счастливы, ребята счастливы. Теперь мы знаем не только дороги, теперь мы еще и знаем пробки, которые нас ждут впереди. Ну, точнее, мы будем их избегать. Теперь мы можем общаться со своими родными и близкими. Теперь мы можем еще больше спамить наши социальные сети. Это было забавное приключение, потому что никто из нас не знал польского языка. Ну и поляки со своей стороны тоже не сильно заморачивались с изучением наших языков. Друзья, Польша прекрасна. Здесь невероятно красивые закаты. Красное небо только здесь, только в Польше. У нас оно какое-то не такое красное. И мне кажется, что Польша очень сильно похожа на Украину. Вот просто вот ямы эти прекрасные. Посмотрите, что мы нашли. Это же просто шедевр. Ну это же красота просто. Посмотрите. Есть такое упражнение? Давай, 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 еще быстрее, давай, давай. Крас, крас. Но, конечно же, за все хорошее нужно платить, в том числе и за дороги. В Польше они платные. И за все время, пока мы ехали по Польше, а это порядка 800 километров, мы заплатили 80 злотых по 20 злотых на каждом поборе. Именно так называется пункт оплаты. А вот немецкие автобаны не такие свежие, как польские, так как строились в послевоенное время. Они, конечно же, идеальные, но они состоят из бетона и есть маленькие стыки, но это если уж совсем придираться. Берлин нас встретил идеальной чистотой и голыми деревьями. Едем по незнакомому городу, едем в центр. Да, собственно, просто едем, катаемся, смотрим, что тут интересненького есть. Первый человек. Don't you mind if you take a picture, some? No. We want to take a picture. You. No. You're just sitting like you sit. But I don't know how you can type in it. Okay, bye. Nice to meet you. Okay, thank you. С почином. Я подтупливаю немного, друзья. У меня разметка в глазах еще бежит, честное слово. Мы сегодня проснулись в 5 часов утра от того, что ездили фуры и от того, что было холодно. Мы думали, на улице лето, а оказалось, еще нет. You can send me the message in Instagram. Кто сказал, что немки некрасивые? Настолько офигенное место, вот я просто обожаю вот этот боковой свет, что здесь можно вот просто стоять, ну если уже речь идет о портретах, стоять и просто фигачить без остановок.
Очень красивые люди и очень добродушные. Don't you mind? Thank you. You have nice hair. Thank you. Show me the picture you took of me. You took picture of you? Yeah. This photography? Yeah, you did. Show it to me. It's A video. you want me to delete this? It's not a problem. We can delete this video. It's for. Can you show it to me? Ты делал какое-то там видео? Да. Just black figure. Not see face. That's all. Okay. Привет, Сири. Мы хотели бы рассказать про беженцев из Сирии, которые живут в Берлине и не хотят, чтобы их фотографировали. Все очень просто. Они, скорее всего, здесь неофициально живут, поэтому они не хотят, чтобы их фиксировали, а тем более, чтобы фиксировали, как они выбрасывают мебель. Можно еще вот это стереть, пожалуйста, а то здесь... Да, спасибо большое. Возможно, опасаются, что кто-то подумает о их зажиточности, что они здесь не просто беженцы, они тут жируют. И они нас культурно попросили не снимать частную приватную зону. Друзья, я знаю, где Пушкин вдохновлялся, когда писал стихи про белую березу. Вот же она, белая береза, и вот оно окно. Вот он здесь жил и писал, это же очевидно. Белая береза под его окном распустила ветви, словно серебром. Это жесть вообще. У меня малой фанат просто этой машины. Он меня просит: папа, поехали, полетели в Дубай. Это Ламборгини, да. Мне времени не хватает, очень мало. Здесь нужно быть хотя бы недельку, чтобы понять, что к чему, чтобы разобраться, в каких районах, что происходит, чтобы наснимать интересного материала. Но наш Вадос решил бежать марафон именно в Ганновере. Хотя здесь тоже люди бегут. Злые языки утверждают, что в компании, в центральное представительство Sony в центре Берлина с Canon не пускают. Но у нас есть проездной. Маленькая Сонька. Еще на немецком. Давайте поставим здесь русский язык. Sorry? We are bloggers, we take footage, take a picture, and we speak about Sony camera. It's for our blog, it's for YouTube. But we represent Sony as from the best side. Здесь, кстати, тоже охранники не любят, когда фотографируют, снимать. Ничего, отличий никаких нет. Посмотри, идеально просто. Давай дальше, отходи. Офигеть. И неважно, по какому режиме стоит фокусировка. Квадратики, треугольнички, фазовые, какие угодно. Фокус работает идеально просто. 2200 надо брать. Просто рай экшн камер. Сестричка нашлась. You might know, we try to... I know. But you need But to you know, official yeah, approval. right. And if I'm not having that, I don't do my job properly. So I would really like that you say nice things about our store. Yes, and it's sure. things like that. So, but I don't understand You need actually to what check. you say, you know. Okay. So I just need to double check. If We you just give me 5 more minutes, we maybe just I walking can. around. We Yeah. go to the... Чем мы идем на кладбище? Там просто большая красивая мемориальная площадь, и мне кажется, там с точки зрения визуальной картинки очень здорово. Для кого-то это просто памятник, развлечение, а для кого-то мемориал памяти. И все фотографируются. Ну, это, я не знаю, это, наверное, все равно, что на кладбище, да, фотографируются? Ну, как бы да. Ну, не совсем, это все-таки не захоронение. По значению, знаешь, По значению, да. но смысл тоже. Мы решили заскочить сюда на пару часиков, чтобы хоть как-то одним глазком глянуть, посмотреть.
как люди реагируют на блогерское движение «Вставай и снимай», чтобы попробовать как-то законтактировать с людьми, посмотреть на их реакцию, что они думают по этому поводу. И, в принципе, ну, пока тяжело сказать, да, там пару часиков прошло, но мы еще будем эту тему прощупывать. Но, в принципе, уже были какие-то попытки, были контакты, и суть этих контактов сводится к тому, что никто из нас не знает немецкий язык. Здесь знают немцы как-то отдаленно английский язык. Поэтому язык жестов, а язык жестов вообще никто не отменял. То есть можно на пальцах как-то о чем-то договориться, притвориться туристом, сделать пару фотографий, но обязательно нужно спрашивать. Без разрешения, конечно, здесь народ не приветствует фотографии. Where are you from? From Ukraine. Здравствуйте, как Киев. Вы знаете, где Ломоносова? О, Там Ломоносова. это большой институт. А вы откуда знаете русский? Я учу по-русски в Турции. Я работаю там, вы знаете, очень много. А что вы здесь делаете? Работаю, конечно. А там в Турции уже нет? Нет, потому что очень жарко. Водичка чуть-чуть холодная. Когда я не знаю по-русски, можно по-английски, да? It's not a problem. We can speak in English, we can speak, but we don't know Turkish. Это japanская соль. Здесь один раз в неделю, здесь это только на тело, на лицо нельзя. Кремчиком сейчас. Yes, like a cream. Это body butter. Здесь надо Body только butter, чуть-чуть. масло, массаж. Thank you Удачи very вам, much да? for spa. Спасибо большое, no problem. Вот ради таких встреч мы, собственно, и ходим по улицам, потому что такие встречи могут произойти где угодно, как угодно. Даже в центральном моле Берлина. Ну, это очень круто. Открытый человек, никакого пафоса, все легко и просто. Намазал руки мне какой-то непонятной субстанцией, теперь мне скользко нажимать на кнопку. Посмотри, где движ, где люди, кого здесь снимать вообще? You looks pretty nice, that's why. you just sitting like you sit, take a few pictures for you and for us. Солнце в зените, но задача же, наша основная задача это достигнуть контакта, а потом сделать каких-то фотографий, не знаю, попробуем. Здесь кроты нарыли ямы, мы сейчас перейдем в какое-то другое место, немножко прогуляемся, но попробуем сделать какую-то легкую такую фотосессию. How long you been married? Almost 1 year. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said. Говорит, я забыл свое кольцо дома. Это, говорю, стандартная отмазка, у нас тоже так всегда говорят. I just translate this funny story. Welcome to marriage life. We can go to this fence, something like this. But you decide maybe to the sun, to this side. Say that you have wanna go. hot more pockets. It's okay. You don't remember? A few songs. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. Thank you. And you need to share your emotions, your feeling, your love, and lean. Oh yes. I do without you. Maybe we could try. Главное не упасть. Figure out a way to put our past Do you aside. have a few minutes? We can go upstairs. Okay. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you. Хорошо, свет отличный просто вообще, потому что ее было очень много. Two separate worlds. Yes, it's nice. Say that you won't go Это баян по-нашему. without you, and I wanna hold you close. Slow down. Say that you won't go. Say that you won't go. Say that you won't go.
Let's go forward. Can you sit like this? I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you. Memory card is full. It's 2 days of shooting. Ну что, будем отпускать, ребят? Are you ready? Yes. Вставай, снимай. Thank you. It was cool. Thank you. Мы хотели пойти осмотреться вокруг территории, где завтра наш товарищ будет бежать. Вот. И нашли прикольную пару Мэй и Хейн. Да я первый раз, когда я запомнил имена. Вообще без проблем ребята согласились на такой легкий экспромт. Мы провели сколько? Час, наверное, не при... Ну, где-то, короче, минут 40. Минут 40-50 примерно прогулялись вокруг, нашли вот такое прикольное здание внутри, потому что на улице, честно, солнце пережаривало, было так себе. А здесь очень здорово, очень круто. Ребята в шоке вообще от происходящего. Мы донесли до них информацию, как создаются такие штуки, как вообще о чем у нас проект. Это самый простой секрет классных фотографий. Выбираешь классную локацию, классную пару и, ну, и не тупишь, и все. И я думаю, что мы должны выглядеть ярко. Все. Такое ощущение, что ты где-то, я не знаю, в Викарусе в каком-то находишься, если честно. Так и есть. Между нами снова слез река, потому что есть Алешка у тебя. Two beers, second black, так сказал Юра. И нам дали 2 пива.